Здравствуйте, друзья! Сегодня будем собирать наши лоскуточки, которые мы вышили, в единое полотно. Как это будем делать, сейчас все покажу, расскажу. Вот эти у меня лоскуточки не вышиты, потому что вот жалко вот эту варенку. Но вот здесь можно вышить еще. Вот посмотрите, варенка какая шикарная. Из этой же серии, вот тоже из одной вещи. А вот посмотрите, какая прелесть. Ее жалко закрывать швами. Поэтому вышивать будем на основе, к основе, вернее, пришивать будем стежочками мелкими. Вот эта красивая варенка, посмотрите, какая красивая. Тоже жалко ее закрывать, эту красоту. Поэтому будем и вышитые, и не вышитые. Все вместе совмещать. Для основы можно взять, я покажу несколько вариантов. Во-первых, вот такая тряпочка. Кухонная тряпочка, она тоненькая, но с джинсой, когда она простегается, будет очень хорошо. Будет плотная ткань. Размер ее практически идеальный, как мне надо. Вот моя первая сумка. Размер меня устраивает во всем, кроме я вот сделала бы вот чуть покороче. Сейчас я всю ее промерю и вам скажу, какой размер. И можно чуть пошире, чуть-чуть. Вот она здесь так и будет, чуть пошире. Вот по этой тряпочке будет идеальная ширина. То, что мне надо, чтобы у меня поместились все мои необходимые вещи. Кошелек, какие-то документы, карманы, чтобы там были у меня обязательно. Бутылочка с водой маленькая. Обязательно я беру с собой водичку. Поэтому и вы тоже промеряйте, смотрите, что вам надо, что вам необходимо в этой сумке, что вы будете в ней носить. И эта сумка у меня с клапаном, а будущая сумка пока еще неизвестно, как она будет шиться. Будем пока сейчас переднюю часть заготавливать, заготовку сделать из лоскутов. Для основы можно брать и вот такую тряпочку для пола, которая идет. Очень тоже хорошо она уплотняется, когда будет прошиваться. И будет плотное полотно, так скажем. Также можно применить вот какие-то технические такие, не знаю, что это такое, утеплитель, уплотнитель. Вот такой мне попался. Мне дали кусочки, я вот из него уже шила сумочку. Тоже очень хорошо подходит. Также подходит вот такая тканюшка. Не тканюшка, это спанбонд, наверное, называется. Можно в несколько слоев. Тоже уплотняется он при стежке и отлично себя ведет. Вот это вот тоже спанбонд какой-то плотный, очень плотный. Я это взяла со старой сидушки покупной. Вверх выбросила, а вот это срезала. Мне жалко ее стало. Пригодится на сумочку. Можно наставлять, вырезать какой надо ширины, длины. Можно наставить здесь кусочек. Так что вот если у меня здесь обрежется, вот этот кусочек как пойдет на боковину. Тоже хорошая штука. А еще, девчата, кто может приобрести образцы тканей, они наклеены или нашиты вот на такие тоже нетканные, как сказать, назвать. Ну, тоже на спанбонд похоже. Не знаю, что это, синтетика какая-то. Тоже они плотные. Здесь даже клей есть. Можно попробовать проклеить даже. Когда пришьете, проклеите, проутюжите вот с этой стороны. И будет плотно. Вот то же самое. А вот это очень такая плотная, вообще шикарная вещь. Если вам нужна плотная стеночка сумки, шикарно подойдет. Тоже это образцы были нашиты. Ну и вот это то же самое. Вот это все я образцы срезала, отпорола или отклеила. И все это оставила. Плюшкин. Плюшкины мы все.
собираем все. Все нам пригодится, все нам надо будет в хозяйстве. Вот такие образцы. А также вы можете уплотнить, если вот на такой ткани вы будете пришивать, конечно, тоненькая вот эта вот тонковато, можно уплотнить вот такой серпянкой. Она на клейкой основе. Приклеиваете потом. И будет у вас плотное такое полотно. Тоже вот купила на всякий пожарный. Когда-то она мне пригодится. Вот она, серпянка. Стеклотканевая, самоклеющаяся называется. А нам она тоже пригодится в шитье. Промеряю я свою первую сумку. Как я уже сказала, что она размером мне она почти что подходит. Поэтому вот сейчас я промеряю 32, а сделаю я сумочку на 35, допустим. Ну, плюс обязательно припуски не забывайте. Так, дно у меня 8 сантиметров я смерила. От дна 22 сантиметра полностью. Видно вам? 22 сантиметра. И если я хочу чуть поуже сделать, ну, 20 сантиметров в готовом виде. Ну, то есть, сейчас я все запишу, чтобы мне не забыть, не запутаться. Итак, получается, что в готовом виде у меня будет сумка 20 на 35, дно 8 сантиметров. Ну, а с учетом припусков еще по 1 сантиметру с краев. Можно даже чуть побольше брать, 1,5 сантиметра. Ну, я по 1 сантиметру возьму. 22 на 37 моя заготовка будет. Получается 36 сантиметров с половиной. Ну, как раз почти идеально то, что мне надо. И я чуть не забыла вам сказать, что чтобы вы дно учитывали 4 сантиметра. У нас же будет подгибаться здесь. И нам надо дно учесть обязательно. И я сделала чуть пошире ее на 28 сантиметров, потому что пристежки всякое бывает. Так что лучше чуть побольше будет, потом выровняем все как надо. В итоге размер 26 на 36,5, так скажем. Джинсу можно пришить чуть подальше, и удобнее будет прошивать потом сумку. А ширину я срезала вот буквально 1,5 сантиметра. Так что мне эта салфетка, тряпочка это как раз. Теперь давайте будем думать. Будет сумочка у нас с клапаном или без клапана. Если с клапаном, то нету смысла перекрывать вот здесь вышивку. Можно просто какие-то лоскутики красивые с варенкой пришить, чтобы они отвлекали. Вот. И на дно я тоже считаю, что можно не пришивать вот эти вышитые лоскуточки, а просто джинсовые разложить вот так разных расцветок. Делайте нахлест. Обязательно лучше миллиметров 7. 5 может быть маловато. В ходе носки бывает, что расходятся вот эти швы. Надо очень хорошо приметывать, пришивать. И вот сейчас будем раскладывать по цветам. Можно использовать изнанку. Если у вас цветов мало, вот изнанка. Вот светлая, а вот изнанка потемнее. Можно посветлее. Вот на уголочке, я думаю, надо большие лоскуточки брать, чтобы они у нас вот сюда вот так. И можно чуть выехать, да? Как мы договорились. Пусть у нас будет чуть пошире, чтобы прошивать было легче. И теперь накладываем лоскуточки. Как я уже сказала, что дно можно сшить из любых лоскутов. Не забывайте делать нахлест. Миллиметров 7 лучше. Вот здесь темные пошли лоскуточки. Красивый цвет такой. Можно тоже здесь вот к черному ближе, здесь к синему ближе. Вот какой больше нравится. Вот варенка красивая очень. Пойдет на дно, но может быть я ее уберу. Другую ткань положу. Сейчас у меня здесь много лоскутов.
Вот так можно. Вот так. А сюда можно вот так расположить. Можно обрезать, выравнивать, можно не выравнивать, как хотите. Так и делайте. Вот сюда вот так. Пусть нахлёст здесь побольше будет. Этот лоскут вот так пойдет. Вот. И теперь можно уже раскидывать наши вышитые образцы. Уже думайте, как вам больше нравится. Центр у вас какой будет, думайте. Так или так, или так расположить можно. Вот мне охота вот эту варенку вот сюда на центр. А здесь вот смотрите, тоже варенка красивая, тоже я ее хочу сверху положить. Или вот так лучше совместить. Вот тоже охота и махрушку это оставить. А можно вообще с двух сторон размахрить и пришить. Но вот видите, тоже неохота перекрывать вот эту вышивку. Поэтому мне ее надо положить куда-то в другое место, этот лоскутик. И тоже вот сделать, продернуть. Вот так вот. И будет лохматенькая такая с обеих сторон, как коврик. Можно выровнять, можно не равнять, как хотите. Это все по желанию. Вот смотрите, можно вот так положить. Но вот вышивать, вот уголок получается. Лучше, наверное, спрятать это лоскуток, чтобы у нас шов был вот так. Возможно, что у меня мало будет лоскуточков, которые я вышила. Вот сюда надо заплаточку какую-то маленькую. Маленький лоскутик положить. А вот у меня есть лоскутик. Можно этой стороной, можно этой. Все подойдет. Если только я так оставлю. А может быть, я все переделаю 10 раз. Не знаю. Обычно у меня все меняется местами. Вот этот лоскут. Я думаю, положить вот так. Вы заметили, у меня браслет? Классный, да? Был такой мастер-класс, смотрите. Ссылку оставлю под видео. И еще, девчата, я совсем забыла. Чуть попозже я покажу вам очень красивый шов. Смотрите все видео, и будет вам счастье. Вот видите, надо мне варенку это определить куда-то. Ну, пусть она вот так будет пока. Так, этот цвет одинаковый. Делайте нахлест побольше, чуть-чуть. На 8 миллиметров лучше. Вот видите, здесь я все закрываю. Нет, этот лоскуток я в другое место. Вот сюда можно поставить его. Вот сверху. А сюда. Что-то темных у меня мало, совсем темных. Вот. Очень красивый цвет синий. Вот я сомневаюсь, что я здесь буду использовать красным нитки. Вышивки вот эти с красным. Ну, даже не знаю. А может применить их. Ну, вот это надо горизонтально положить где-то. Если я положу вот сюда. Вот так. А этот не подходит по ширине у меня.
Этот я могу отодвинуть, но я тогда не скреплю их вот с этим лоскуточком. Хотя можно и скрепить через край. Вот этот лоскут пришить через край, нарочито грубыми швами. И будет интересно. Нет, опять я эту не должна перекрывать. Ну, в общем, смотрим, пробуем, переставляем, перекладываем, в общем, ищем баланс. Сейчас вот этот уголок можно срезать. Но я сейчас потренируюсь, пораскладываю, посмотрю, как мне нравится больше, и вернусь к вам. Вот так я разложила лоскуты. Возможно, что я их переложу. Вот это у меня низ, дно. Оно вот такое монохромное, в синих тонах все, без вышивки. Но я их буду пришивать, и уже будет другой вид совсем. Все-таки я с красными нитками решила оставить. Пусть будут. Здесь у меня однотонные в бока пойдут стороны. И вот эта верхушка тоже под замочек там. Вот. И вот мне не нравится вот здесь все, да, без вышивки, без всего. Но я всю вышивку тоже не стала использовать. Будет уже слишком, наверное. Хотя у меня на той сумке тоже много всего вышито. Вот смотрите, здесь такое место получилось. Вот так можно положить. Лоскут у меня есть такой светлый, джинсы. Обратной стороной варенка здесь интересная. А еще, знаете, я делала листочки вот такие. Тоже можно. Посмотрите, как интересно будет смотреться. Можно другой формы. Вот я начала здесь махрить один листочек. Вот этот длинный листочек. Тоже куда-то можно применить его. И также простегать, и будет очень интересно. Вот такой формы, поменьше. Вот как вы думаете? И вот старайтесь вот эти швы декоративные, да, не пускать их в край, где будут прошиваться у нас сумка. Вот этот лоскуток я положила, видите, заплаточка здесь осталась не закрытая. И я сюда ее расположила. И вот так, не так, не так, а вот наискосок по диагонали положила, закрыла. Здесь у меня образовалась незакрытая часть, тоже я вот этот лоскуток сюда прикладываю. Но он у меня чуть маловатый. Вот этот лоскуточек тоже буду тщательно пришивать, чтобы ничего никуда у меня не вылезло потом. Ну вот решу еще, что сюда сделаю. Может быть, вот эту заплаточку сделаю. Даже не знаю пока. Или эту. Да, здесь темная как-то не будет смотреться. Сливаться, может быть. Хотя вот эти лохмушечки, они будут белые. Как вы думаете? Что бы вы сделали, что бы вы пришили? Ну что, я теперь все это пришью. Пока я скалывать буду. Можно посадить на клей-карандаш, чтобы ничего не сдвинулось у вас. Смотрю, может, вот этот лоскут сюда. Может, не надо. Пока в таком виде оставляю. А что будет в итоге, увидите.